Всем привет! Воистину комьюнити WoW Classic удивляет. На что способны игроки, если что-то захотят? Сегодня поговорим о нашумевшем событии, которое произошло совсем недавно. Речь, конечно же, о европейском сервере Dragonfang. Я уже рассказывал о нем в прошлом видео, так, между делом, а сегодня разберем это явление поподробнее. Многие уже в курсе, что Blizzard анонсировали классическое продолжение Burning Crusade, но, к великому сожалению, значительной части игроков сообщили, что никакого старта с нуля не планируется. Текущие сервера прогрессируют в ТБК, а игроки продолжат на них играть с тем же прогрессом, который успели достигнуть. Ну и как вы знаете, зарубежные сервера погрязли просто в пороке и разврате. Я имею в виду заполнены ботами, голдселлерами, бустерами, прочим РМТшным сбродом. На сабреддите WoW Classic, наверное, каждая вторая тема о ботах. Нам еще в ру-зоне повезло, у нас эта зараза не прижилась, а вот у богатенького европейского и американского комьюнити очень даже. И вот у небольшой группы энтузиастов родилась идея. А давайте выберем какой-нибудь малонаселенный сервер, в котором еще не успела поселиться вся эта нечисть, и в назначенный час стартанем на нем как будто в первый раз. Идею поддержали многие. Организатором выступил игрок под ником Казжар. Проект был назван Fresh Crusade. Почему так? Подразумевалось, что объединенные общей целью игроки вместе войдут в следующее классическое дополнение и продолжат играть на ТБК. 28 февраля на популярном зарубежном портале Еврогеймер вышла статья о том, что свыше 1500 игроков, в том числе около 8 уже сформированных гильдий, готовы к старту на назначенную дату 5 марта. На сервере, который пока держался в секрете. Необычно. Вы когда-нибудь такое видели? Секретный сервер. На самом деле эта идея появилась неспроста. Как сообщил корреспонденту портала Еврогеймер организатор проекта Казжар, после того, как Fresh Crusade попал в заголовки прессы и поднялся хайп, некоторые товарищи попытались сорвать проект. Эти люди пытались обойти предварительный этап, пытаясь угадать, на каком сервере будет стартовать Fresh Crusade, и прокачаться заранее. Это огорчило некоторых членов сообщества, которые хотели начать игру на равных. Кроме этого, проявилось токсичное поведение некоторых личностей, когда популярность за Fresh Crusade выросла еще больше, практически в течение недели. Многие желали проекту провала, оскорбляли участников, выливали тонны негатива в сети. Но, несмотря на это, Казжар пребывает в хорошем настроении. Теперь, когда хайп немножко поутих и вся эта шумиха позади, я могу погрузиться в игру вместе со всеми остальными и отойти от организаторских дел. К 5 марта Discord проекта насчитывал уже 9000 участников, а на момент создания этого видео уже 11 тысяч. В 21 час по Москве анонсировали Realm Dragonfang. Мы со зрителями на стриме лично наблюдали разочарование одного мага, который не угадал с сервером и прокачал персонажа не на том реалме. Как сообщают очевидцы, на момент объявления сервера он насчитывал где-то около 40 игроков с обеих фракций, и на нем все еще не был закрыт анкераж. Население сервера было настолько небольшое, что он даже не попал в орбиту портала Ironforge. За секунду статус мира Лоу сменился на медиум, и огромные толпы игроков залили стартовые локации. Зрелище потрясающее, как в августе 27-го. Я побывал на этом событии и, честно говоря, испытал положительные эмоции. Ребята все дружелюбные, никакого школотронского спама. В местах выполнения квестов игроки выстраивались в очереди и организованно выбивали нужные предметы. Пробежавшись по нескольким порталам, я нашел несколько статей по этому событию, которые в основном копипастили эту же статью из Еврогеймера, и все как один кричали: «Хаос, хаос обрушился на незаселенный игровой мир». На самом деле никакого хаоса не было, все было цивильно и организовано. Те немногочисленные игроки, которые составляли население этого сервера, были, мягко говоря, в шоке. Парочку 60-х я заметил в стартовой зоне орков, которые наблюдали этот масштабный прилив игроков и пытались понять, что за херня. После выхода прошлого видео многие отнеслись к этой идее со скепсисом. Скоро на этот сервер также придут бустеры, голдселлеры, да и сам сервер открыт для трансфера. Кто-то перекинет сюда своего персонажа. Да, это возможно.
Но хочу вам напомнить, что игроки пришли на этот сервер именно ради того, чтобы не видеть всего этого негатива. Объединенной общей идеей для большинства будет просто зашкваром пользоваться подобными услугами. Не для этого они бежали с хайповых серверов, чтобы вернуться к бустингу и ботоводству. Ну а кураторы проекта обещали, что будут внимательно следить за игроками, нарушающих игровые правила, и своевременно репортить. В прошлом видео я не оставил реквизиты Реалма, поэтому сегодня исправлюсь. Итак, для того, чтобы попасть на европейскую вкладку, вы должны сменить язык с русского на английский и найти сервер Dragonfang. Выбрать фракцию и, собственно, приступить к игре. По поводу русских гильдий на сервере я не в курсе, но могу порекомендовать Discord сообщества. В Discord есть русскоязычная комната, где можно задать вопросы. Ссылка на Discord под видео. Не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе последних новостей, и приятного вам фреш-опыта. Для тех, кто хотел вернуться в игру, но переживал, что не сможет влиться в уже состоявшийся комьюнити классики, этот сервер отличная возможность. На сервере сейчас прям как в первой фазе. Нубы одной фракции нападают на стартовые зоны другой фракции, ПВП и веселуха. Единственный минус — язык. Да, население больше общается, конечно, на английском. Ну, для кого-то это, наверное, не проблема. Всего хорошего.